Плавание по океану само по себе невероятное приключение. Величественные просторы, мощь волн и бескрайние горизонты притягивали людей с древних времен. Моряки и путешественники выходили в открытые воды в поисках открытий, но порой именно океан преподносил им свои удивительные находки. Начнем с поразительных случаев, где удача и судьба сошлись посреди стихии. У берегов Калимантана рыбаки заметили в воде огромную массу зелени, плывущую сама по себе. Сначала им показалось, что это мусор, но, подплыв ближе, они увидели настоящий миниатюрный остров. Лианы, ветви и пальмовые листья переплелись в единую плотную массу, образовав крошечный клочок суши площадью около 4 квадратных метров. Он дрейфовал среди волн, словно живой кусочек тропического сада. Как он появился — загадка, но выглядел он удивительно. В другой раз, во время прогулки на катере у берегов Южной Каролины, отдыхающие заметили белую собаку, из последних сил плывущую посреди океана. Это оказался терьер по кличке Рокки. Люди не могли поверить своим глазам. Пес был далеко от суши, и помощи рядом не было. Один из пассажиров, не раздумывая, прыгнул в воду и вытащил животное на борт. На ошейнике оказалась бирка с именем и адресом. Позже выяснилось, что собака выпала за борт яхты, принадлежавшей семье, отдыхавшей неподалеку. Благодаря найденной метке хозяева быстро нашлись и не сдерживали слез радости, когда любимец вернулся домой. Еще один невероятный случай произошел у берегов Малайзии. Рабочие буровой установки заметили в воде собаку, отчаянно пытавшуюся удержаться у металлических опор платформы. До берега было почти 200 километров, и никто не мог понять, как животное оказалось в океане. Рабочие бросили веревку, подняли собаку и назвали ее Тару, что на местном языке означает «сильная». Животное провело на платформе 2 дня, пока его не перевезли на судно и не доставили на сушу. Один из спасателей взял Тару к себе, и с тех пор она живет в тепле и заботе. Но океан — не место для слабых. Без лодки и спасательных средств он может стать смертельной ловушкой. Рыбак по имени Том Хендерсон вышел в море у берегов Новой Зеландии. Когда ему попалась крупная рыба, в борьбе с ней он упал за борт. Его катер продолжал движение, оставив его одного в 50 километрах от берега. Почти сутки Том боролся за жизнь. Когда надежды почти не осталось, он заметил вдалеке лодку и использовал свои наручные часы, чтобы отражать солнечные лучи. Блики заметили с борта, и команда пришла на помощь. Его спасение назвали настоящим чудом, ведь без часов он бы погиб. Но океан хранит не только истории о спасении, но и множество загадок. Среди самых известных — Бермудский треугольник, район Атлантики, где веками происходят таинственные происшествия. Моряки утверждали, что там нарушается гравитация, приборы сходят с ума, а корабли внезапно теряют управление. Одни считают, что это из-за подводных вихрей и газовых выбросов, другие уверены. Здесь действуют силы, не поддающиеся объяснению. Проверить невозможно, но репутация этого места остается зловещей. В океане хватает и других загадок. В 1956 году судно «Марлен» вышло из порта Сувы в направлении островов Кука. На борту находились 25 человек. Через 2 дня связь пропала, и начались поиски. Лишь спустя 3 недели корабль нашли дрейфующим в 1000 километрах от курса. Он был частично затоплен, но не поврежден. Экипажа не было. Радио было включено и настроено на частоту бедствия, часы остановились на 10 часах 25 минутах, шлюпки и документы исчезли. Не было признаков шторма или поломки. Предполагали пиратов, шпионов, мятеж или личную трагедию капитана, но расследование ничего не прояснило.
Судьба экипажа «Марлена» осталась тайной. Среди легенд моряков есть рассказ о трехмачтовом судне «Леди Моррис», вышедшем в плавание из Плимута в 1750 году. Капитан Уильям Роуз взял с собой молодую жену. Один из помощников, ревновавший капитана, ночью направил корабль на подводные камни у мыса Гудвин. Судно погибло, и все на борту утонули. С тех пор моряки утверждают, что каждые 50 лет в тех местах появляется призрачный силуэт леди Моррис, освещенный странным зеленым светом. Последний раз ее видели в 1950 году, а следующее появление ждут в 2050. Впрочем, тайны океана касаются не только кораблей. На глубине более 8000 метров в Марианской впадине ученые нашли новую глубоководную рыбу с полупрозрачным телом. Ее назвали «морским духом». Давление там превышает земное в 1000 раз, но это хрупкое создание живет и размножается. У берегов Орегона волны выбросили на сушу редчайшего глубоководного удильщика. Его облик поразил всех. Круглое тело, черная кожа, острые зубы и светящаяся приманка на голове. Самки этого вида крупные и охотятся в темноте, а самцы микроскопические и прикрепляются к телу самки, превращаясь в ее часть. На западе, Австралии, рыбаки поймали тунца с необычным наростом на голове, напоминавшим рог нарвала. Ученые предположили, что это результат травмы или редкой мутации. А на Суматре рыбаки нашли маленькую акулу с человеческим лицом. Ее глаза были слишком близко посажены, что придало морде почти мультяшное выражение. Биологи объяснили это редким дефектом — циклопией, при которой череп не делится на две орбитальные части. В другом случае нашли настоящего одноглазого детеныша акулы альбиноса. К сожалению, он погиб, но стал научной находкой. В Карибском море исследователи случайно поймали гренландскую акулу, вид, способный жить до 5 столетий. Обычно она встречается в холодных арктических водах, но, возможно, течение занесло ее к югу. А в Атлантике по-прежнему обитают мечехвосты, древнейшие существа, возраст которых насчитывает более 440 миллионов лет. Несмотря на название, они ближе к паукам, чем к крабам, и являются настоящими живыми ископаемыми. В Японии археологи недавно исследовали хранящийся в храме артефакт, считавшийся мумией русалки. Она представляла собой тело длиной около 30 сантиметров с рыбьим хвостом и человеческим лицом. Анализ показал, что русалка была создана в XVII веке из ткани, чешуи, костей и бумаги. Искусная подделка, когда-то продававшаяся как амулет удачи. На другом конце света, в Мексике, рыбаки нашли на берегу странное существо с клыками и шерстью. Оно уже начало разлагаться, но вид у него был жуткий. Кто-то счел, что это неизвестный вид морского животного, другие решили, что это просто выброшенный тюлень в стадии разложения. Похожие случаи бывали и раньше. В 1977 году японский траулер «Зуйомару» вытащил из воды огромное полуразложившееся тело длиной около 10 метров. У существа была длинная шея и хвост, и оно напоминало древнего плезиозавра. Из-за невыносимого запаха капитан приказал вернуть тушу в море, но снимки сохранились и вызвали споры среди биологов. А иногда океан выносит нечто совсем иное. У побережья Португалии рыбаки нашли дрейфующий контейнер. Открыв его, они обнаружили коробки с новыми смартфонами. Партия, очевидно, упала с грузового судна во время шторма. Контейнер сохранился благодаря воздуху и упаковке. Каждый год океан теряет тысячи контейнеров, и они месяцами дрейфуют по волнам. Но, согласно международным морским законам, найденный груз нужно передавать властям для установления владельца,
иначе это считается незаконным присвоением. Океан остается величайшей загадкой нашей планеты. Он хранит тайны, чудеса, жизнь и смерть, и каждый раз напоминает, насколько мала и хрупка человеческая природа перед его бескрайними глубинами. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.